На просторах Арктики, где вечный лед и снежные пустоши правят балом, находится явление, способное поразить даже самых стойких исследователей. Гигантский айсберг, величественный и таинственный, стал объектом внимания ученых и энтузиастов со всего мира. Его размеры впечатляют, высота достигает сотен футов, а ширина превышает несколько миль. Этот ледяной гигант, отколовшийся от ледника, не просто кусок льда. Это настоящий артефакт, несущий в себе тайны, о которых мы даже не подозреваем. Айсберги образуются, когда огромные ледники начинают двигаться к морю, отрывая массивные куски льда. Этот процесс, известный как отрыв, может происходить в течение многих лет, но когда лед наконец-то отрывается, он становится доступен для изучения. Именно в этот момент открываются двери к загадкам природы, которые хранятся миллионы лет. Но на этот раз все оказалось гораздо более удивительным, чем обычный такой процесс. Ученые, исследующие этот айсберг, заметили, что его форма и текстура отличались от привычных. Он выглядел как нечто большее, чем просто лед. Внутри него скрывались необычные образования, которые не поддавались объяснению. Никто не мог предположить, что за толщей льда прячется нечто удивительное. Это открытие привлекло внимание не только ученых, но и журналистов, а также искателей приключений. В ходе исследований, проводимых на месте раскола, команда наткнулась на аномалии, которые вызывали у них восхищение и зловещие предчувствия. Гигантский айсберг оказался как бы временным капсулой, хранящей в себе историю Земли, о которой мы до этого ничего не знали. Порывы ветра и океанские течения искажали его внешний вид, скрывая от глаз исследователей его настоящую природу. Задолго до того, как айсберг раскололся, он уже пронес в своих недрах множество загадок. С каждым новым днем исследования углублялись, и ученые погружались в ледяные воды, чтобы узнать, какие артефакты и элементы могут быть запечатаны в этом гиганте. С каждым погружением они ощущали, что открываются двери в мир, где время замерло. Но что же ждет их на дне? Что еще таит в себе этот айсберг? Научные работы и интерес исследователей только усиливались, когда стало известно, что раскол может привести к новым открытиям и уникальным находкам. Этот айсберг стал настоящим магнитом для тех, кто искал приключения и стремился разгадать загадки природы. Следующий шаг в этом захватывающем исследовании откроет перед нами еще более удивительные факты, которые могут перевернуть наши представления о жизни в Арктике. Непредсказуемая сила природы, скрывающаяся за величественными формами айсбергов, всегда вызывала удивление и страх. Силы, которые движут ледяными глыбами, часто не подвластны человеку. В то время как ученые пытались понять, как именно образуются эти ледяные монстры, природа демонстрировала свою мощь в полную силу. Научные исследования показывали, что каждый айсберг — это не просто замерзшая вода, а сложная экосистема, способная влиять на климат, уровень океанов и даже морскую жизнь. Когда этот гигантский айсберг раскололся, ученые оказались свидетелями удивительного зрелища. Разрушительная сила, с которой произошло это событие, оставила глубокие трещины в ледяной массе, и теперь исследователи могли увидеть, что скрывалось внутри. Мощные ударные волны, вызванные расколом, пробудили интерес к тому, что на самом деле происходит в этих ледяных царствах. Местные жители говорили о том, что иногда айсберги могут не просто раскалываться, но и двигаться, как живые существа, что до этого времени казалось лишь мифом. В момент раскола айсберг высвободил огромное количество ледяной воды, что вызвало лавину интереса как среди ученых, так и среди туристов. Со всего мира начали поступать запросы на экспедиции в этот район, где природа проявила свою мощь и заставила людей задуматься о том, что на самом деле скрывается под толщей льда. Ученые понимали, что такие моменты могут быть редкими, возможности разгадать тайны, которые веками оставались нераскрытыми, словно застывшие в вечном льду. С каждой минутой, проведенной в этом загадочном месте, исследователи осознавали, что раскол айсберга был лишь началом. Научные команды, прибывшие к месту происшествия, стали свидетелями не только ледяных глыб, но и аномальных температурных изменений, которые привели к интересным явлениям. Например, вблизи раскола ученые наблюдали необычные водовороты, создаваемые перемещением больших объемов воды, что было вызвано столкновением ледяной массы с морской средой. Эти водовороты привлекали внимание не только ученых, но и местных морских существ. Исследования показали, что некоторые виды морских животных повели себя необычно в поисках пищи и укрытия.
Этот момент стал не только научным открытием, но и настоящим зрелищем, когда жизнь под водой начала реагировать на изменения, вызванные силой природы. Яркие цвета рыб и других морских обитателей контрастировали с белизной льда, создавая картину, которая оставляла без слов. По мере того, как ученые продвигались дальше в своих исследованиях, они осознали, что раскол айсберга не просто открыл новые возможности для изучения, он также стал символом непредсказуемости природы. Каждый новый день приносил неожиданные находки, и исследователи понимали, что этот ледяной гигант может хранить в себе тайны, которые способны изменить наше понимание о жизни на планете. Что же скрывается в его недрах? Какие открытия ждут ученых за следующей гранью этого ледяного чуда? С каждой секундой ожидание только возрастало. Исследования арктических глубин, в которых был заключен этот величественный айсберг, раскрыли бесчисленные загадки, находившиеся под толщей льда на протяжении тысячелетий. Когда команда ученых начала свои погружения, они столкнулись с уникальными условиями, которые не могли оставить равнодушными ни одного из них. Мгновения, проводимые под водой, стали настоящим путешествием в неведомый мир, наполненный удивительными открытиями. С каждым новым погружением ученые фиксировали необычные изменения в водной среде. Температура воды и уровень солености колебались, создавая условия, о которых ранее лишь догадывались. Они обнаружили, что рядом с расколом айсберга обитают организмы, которые не могли существовать в обычных условиях. Биолюминесцентные существа, излучающие мягкий свет, заполнили темные глубины. Эти создания, как полагают, могли развиться на основе уникальных условий, которые сохранились в ледяных недрах, и теперь они стали свидетелями уникального события. Но это были не только маленькие организмы. Ученые наткнулись на более крупные существа, которые явно не ожидали увидеть в этих холодных водах. Редкие виды рыбы, имеющие яркую окраску и незнакомые формы, попали в объективы камер исследователей. Они плавали вокруг, словно удивленные появлением человека в своем царстве, предоставляя возможность ученым изучать их поведение в естественной среде обитания. Между тем, исследовательская группа начала обнаруживать не только живых существ, но и тайные артефакты, оставленные древними цивилизациями, которые, возможно, когда-то исследовали эти же воды. Обломки кораблей, старинные инструменты и даже кости животных были запечатаны в льду, словно воскрешенные из далекого прошлого. Каждый новый артефакт поднимал больше вопросов, чем отвечал, и интерес к этим находкам только возрастал. Важные находки также были сделаны на поверхности айсберга. Ученые зафиксировали необычные минералы, которые светились под ультрафиолетом, и их анализ показал, что они могли образовываться в условиях, отличных от привычных для нашей планеты. Эти минералы потенциально могли содержать элементы, которые ранее не встречались в природе, что открывало новое окно в мир науки. Каждое открытие становилось настоящим событием, способным изменить представление ученых о жизни в Арктике. Однако с каждым днем, проведенным в этом ледяном царстве, исследователи осознавали, что айсберг скрывает в себе гораздо больше тайн, чем они могли себе представить. Неизвестность и ожидание новых открытий наполняли воздух. Каждый член команды понимал, что они могут стать свидетелями революционных открытий, которые изменят всю парадигму. Гигантский айсберг, раскол которого стал началом удивительных исследований, давал понять, что под его ледяной поверхностью скрывается мир, о котором человечество только начинает догадываться. Исследования продолжались, и команда готовилась к новым погружениям в неизведанные глубины, которые, несомненно, хранили в себе еще больше загадок. Что же они обнаружат дальше? Каковы будут последствия их находок для науки и нашего понимания природы? Вопросы оставались открытыми, но одно было ясно — это путешествие только начиналось, и впереди их ожидали невероятные открытия. Когда исследовательская команда погрузилась в ледяные воды, они были полны ожиданий. Каждый момент под водой предвещал новые открытия. Ледяная толща, казалось, прятала в себе не только древних морских обитателей, но и артефакты, оставшиеся от цивилизаций, которые когда-то исследовали эти глубины. Отчеты о находках, которые команда делала, становились все более интригующими. С самого начала погружений исследователи столкнулись с небывалыми условиями. Низкие температуры и постоянные течения создавали уникальные условия, в которых обитали организмы, ранее неизвестные науке. Среди полупрозрачных вод они заметили светящиеся существа, которые парили вокруг, излучая яркий, завораживающий свет в темноте.
Это были биолюминесцентные организмы, которые адаптировались к жизни в ледяной среде. Ученые были поражены тем, что эти создания находились на грани между жизнью и смертью, в мире, где они могли существовать веками, ожидая своего часа. Вдобавок к этому на дне были обнаружены обломки древних кораблей. Эти артефакты, покрытые льдом и временем, стали настоящими сокровищами для команды. Каждый обломок не только рассказывал свою историю, но и заставлял ученых задаваться вопросами о том, кто владел этим судном и каким образом оно оказалось здесь. С каждым выемом из ледяного плена команда обнаруживала старинные инструменты, которые могли принадлежать путешественникам минувших эпох. Исследователи тщательно фиксировали каждую деталь, понимая, что это может быть единственным окном в прошлое, когда люди уже проявляли интерес к этим арктическим водам. Не успевшие отостать от первых находок, ученые столкнулись с еще большим открытием — странными минералами, которые светились под ультрафиолетом. Эти минералы, выявленные на поверхности айсберга, имели необычные свойства и могли существовать только в специфических условиях. Исследования показали, что они содержали элементы, которые не соответствовали известным формам минералов на Земле. Задаваясь вопросом о происхождении этих образований, команда поняла, что они открывают новую страницу в геологии Арктики. Каждый день, проведенный под ледяной толщей, открывал все новые тайны. Воды вокруг раскола служили своеобразной временной капсулой, которая замедляла распад и позволяла редким видам оставаться невидимыми на протяжении многих лет. Ученые наблюдали за поведением морских животных, которые не только адаптировались к условиям, но и начали проявлять интерес к команде исследователей. Яркие рыбы с необычными формами плавали вокруг, изумленные появлением человека в их мире, что стало настоящим зрелищем для исследователей. По мере углубления в исследования команда ощущала, как их работа преображается. Каждый новый артефакт, каждое живое существо становилось частью большой загадки, задавая новые вопросы о том, что еще может скрываться в недрах этого айсберга. Опасения о том, что они могут не успеть разгадать все тайны, постепенно становились частью их повседневной жизни. Каждое новое погружение ставило перед ними новую задачу. Что еще они могут обнаружить в этом ледяном чуде? Разделенные на группы, исследователи начали осматривать разные участки раскола. Каждый новый шаг углублял их понимание о жизни и истории Арктики. Моменты ожидания и волнения переполняли их, когда они осознавали, что находятся на пороге великих открытий. Что же еще спрятано под толщей льда? Какие древние тайны еще могут быть найдены в этом загадочном айсберге? Эти вопросы оставались открытыми, но команда знала одно — их исследования только начинались, и впереди их ждало множество потрясающих открытий. Команда исследователей, погружаясь в ледяные воды, с каждым новым погружением становилась свидетелями невероятных открытий. В глубинах, где царствовал вечный холод, тайны, хранящиеся под толщей льда, начали открываться. Ледяная толща скрывала не только морских обитателей, но и артефакты, которые, казалось, были запечатаны в этом древнем мире на протяжении тысячелетий. С самого начала погружений исследователи обнаружили уникальные условия. Температура воды была значительно ниже средней, а уровень солености колебался, создавая идеальные условия для существования необычных организмов. Среди полупрозрачной воды они заметили колонии биолюминесцентных существ, которые излучали мягкий загадочный свет. Эти создания плавали вокруг, словно были живыми фонарями в темноте, освещая путь для исследователей. Ученые были поражены тем, что эти организмы могли адаптироваться к таким суровым условиям, оставаясь незамеченными веками. Но это были не только маленькие обитатели. На дне исследователи наткнулись на обломки древних кораблей, покрытые слоем льда и времени. Эти артефакты стали настоящими сокровищами для команды, каждый из которых рассказывал свою собственную историю. Обломки судов, старинные инструменты и даже кости животных, оказавшихся здесь после странствий, открыли новое окно в прошлое. Ученые фиксировали каждую деталь, осознавая, что это может быть единственным шансом разгадать тайны, которые скрывались под ледяной поверхностью. Каждая находка порождала новые вопросы. Почему эти корабли оказались здесь? Какие события привели к их затоплению? Команда изучала обломки, надеясь найти ответы на эти загадки. При этом были обнаружены уникальные минералы, которые светились под ультрафиолетом. В их составе были элементы, которые не встречались ранее на Земле.
Исследователи были настроены выяснить, как такие минералы могли образоваться и какие условия для этого необходимы. Параллельно с изучением артефактов команда обращала внимание на поведение морских существ. Некоторые виды рыб, оказавшиеся рядом с расколом, проявляли необычную активность, реагируя на изменения в окружающей среде. Яркие рыбы с причудливыми формами плавали вокруг, словно удивленные появлением человека в их царстве. Исследователи наблюдали за этим спектаклем, фиксируя поведение животных, которое могло дать новые данные о том, как морская жизнь адаптируется к изменяющимся условиям. Каждый новый артефакт, каждая находка становились частью большой загадки, поднимая вопросы о том, что еще может скрываться в недрах этого айсберга. Члены команды понимали, что они находятся на пороге великих открытий. Вопросы о том, какие тайны еще могут быть найдены, наполняли атмосферу ожиданием. Каждый день, проведенный в этом ледяном царстве, становился настоящим приключением, полным неожиданных открытий. Исследования продолжались, и команды готовились к новым погружениям в неизведанные глубины. Полная загадок и неожиданностей, эта ледяная толща гарантировала, что впереди их ждут еще более захватывающие открытия. Ученые были полны решимости узнать, какие чудеса еще могут быть найдены в этом арктическом чуде, и как они могут повлиять на наше понимание природы и ее тайн. Стало ясно, что айсберг, раскол которого стал началом их приключения, хранит в себе бесконечные загадки, и это только начало их удивительного путешествия. Команда исследователей, погружаясь в ледяные воды, с каждым новым погружением становилась свидетелями невероятных открытий. В глубинах, где царствовал вечный холод, тайны, хранящиеся под толщей льда, начали открываться. Ледяная толща скрывала не только морских обитателей, но и артефакты, которые, казалось, были запечатаны в этом древнем мире на протяжении тысячелетий. С самого начала погружений исследователи обнаружили уникальные условия. Температура воды была значительно ниже средней, а уровень солености колебался, создавая идеальные условия для существования необычных организмов. Среди полупрозрачной воды они заметили колонии биолюминесцентных существ, которые излучали мягкий загадочный свет. Эти создания плавали вокруг, словно были живыми фонарями в темноте, освещая путь для исследователей. Ученые были поражены тем, что эти организмы могли адаптироваться к таким суровым условиям, оставаясь незамеченными веками. Но это были не только маленькие обитатели. На дне исследователи наткнулись на обломки древних кораблей, покрытые слоем льда и времени. Эти артефакты стали настоящими сокровищами для команды, каждый из которых рассказывал свою собственную историю. Обломки судов, старинные инструменты и даже кости животных, оказавшихся здесь после странствий, открыли новое окно в прошлое. Ученые фиксировали каждую деталь, осознавая, что это может быть единственным шансом разгадать тайны, которые скрывались под ледяной поверхностью. Каждая находка порождала новые вопросы. Почему эти корабли оказались здесь? Какие события привели к их затоплению? Команда изучала обломки, надеясь найти ответы на эти загадки. При этом были обнаружены уникальные минералы, которые светились под ультрафиолетом. В их составе были элементы, которые не встречались ранее на Земле. Исследователи были настроены выяснить, как такие минералы могли образоваться и какие условия для этого необходимы. Параллельно с изучением артефактов команда обращала внимание на поведение морских существ. Некоторые виды рыб, оказавшиеся рядом с расколом, проявляли необычную активность, реагируя на изменения в окружающей среде. Яркие рыбы с причудливыми формами плавали вокруг, словно удивленные появлением человека в их царстве. Исследователи наблюдали за этим спектаклем, фиксируя поведение животных, которое могло дать новые данные о том, как морская жизнь адаптируется к изменяющимся условиям. Каждый новый артефакт, каждая находка становились частью большой загадки, поднимая вопросы о том, что еще может скрываться в недрах этого айсберга. Члены команды понимали, что они находятся на пороге великих открытий. Вопросы о том, какие тайны еще могут быть найдены, наполняли атмосферу ожиданием. Каждый день, проведенный в этом ледяном царстве, становился настоящим приключением, полным неожиданных открытий. Исследования продолжались, и команды готовились к новым погружениям в неизведанные глубины. Полная загадок и неожиданностей, эта ледяная толща гарантировала, что впереди их ждут еще более захватывающие открытия. Ученые были полны решимости узнать, какие чудеса еще могут быть найдены в этом арктическом чуде, и как они могут повлиять на наше понимание природы и ее тайн.
Стало ясно, что айсберг, раскол которого стал началом их приключения, хранит в себе бесконечные загадки, и это только начало их удивительного путешествия. Когда исследовательская команда погрузилась в ледяные воды, они столкнулись с уникальными условиями, которые не могли оставить их равнодушными. Температура воды здесь была значительно ниже, чем в большинстве других мест, а уровень солености колебался, создавая идеальную среду для необычных организмов. Среди полупрозрачной воды они увидели колонии биолюминесцентных существ, которые излучали мягкий свет. Эти организмы как будто были живыми фонарями, освещали темные глубины, создавая атмосферу загадочности и волшебства. Исследуя более глубокие участки, команда наткнулась на обломки древних судов, скрытых под многометровым слоем льда. Эти артефакты, погребенные здесь на протяжении веков, стали настоящими сокровищами. Обломки рассказывают истории о давно минувших временах, когда моряки исследовали эти суровые воды. Каждый новый предмет, найденный исследователями, словно добавлял штрихи к богатой истории этих мест. Старинные инструменты и даже кости морских животных были тщательно собраны и изучены, предоставляя ученым ценную информацию о прошлом. Тем не менее, не только артефакты привлекали внимание команды. Они также наблюдали за поведением морских обитателей. Рядом с расколом айсберга были замечены редкие виды рыбы, которые ранее не встречались в этих водах. Яркие, причудливые формы этих рыб плавали вокруг, и, казалось, они были так же удивлены присутствием людей, как и сами ученые, их обнаружившие. Исследователи фиксировали каждое движение, пытаясь понять, как эти существа адаптировались к таким экстремальным условиям. Команда также обнаружила необычные минералы, которые светились при ультрафиолетовом освещении. Эти минералы имели состав, который не соответствовал известным формам на Земле. Ученые начали проводить анализ, чтобы выяснить, что именно делает их такими уникальными. Были проведены минутные тесты, которые показали, что эти минералы могли иметь свойства, ранее невиданные на планете. Каждый новый образец добавлял больше вопросов, чем ответов, но эксперименты продолжались. С каждым погружением ученые понимали, что раскол айсберга служит не только временной капсулой, но и настоящим магнитом для биологического разнообразия. Морские экосистемы, как оказалось, были намного более сложными и разнообразными, чем предполагалось. Водовороты, образовавшиеся в результате раскола, привлекали к себе внимание морских существ, которые раньше не встречались в этих водах. Наблюдая за этими изменениями, команда фиксировала данные, которые могли бы стать основой для новых научных статей. Ежедневные погружения становились все более захватывающими. Каждое новое открытие не только добавляло новые факты в их исследования, но и подстегивало исследователей к более глубокому изучению этих загадочных глубин. С каждым погружением они все больше осознавали, что этот айсберг является не просто природным образованием, а настоящей сокровищницей для науки, которая может изменить их представление о жизни в Арктике. Важные находки не оставляли равнодушными никого из команды. Когда они поднимали очередной артефакт со дна, волна адреналина захлестывала их. Уникальные минералы, светящиеся под ультрафиолетом, вдруг становились не просто химическими соединениями, а символом нового открытия. Ученые продолжали свои исследования, стараясь понять, какие еще тайны могут скрываться в недрах этого гиганта. Каждый новый день приносил с собой новые возможности и открытия, погружая их в удивительный мир, который они стремились разгадать. Раскол гигантского айсберга открыл новый мир, который может изменить наше понимание жизни на планете. Исследования, проводимые командой ученых, привели к открытиям, которые озадачили и вдохновили всех участников экспедиции. Ледяная толща, которая долгие годы оставалась закрытой для человеческого глаза, неожиданно показала свое истинное содержание. Каждый новый артефакт, доставленный с глубины, становился не только научной находкой, но и частью великой истории, которую этот айсберг привнес в наше время. Во время погружений команда научилась читать историю, записанную во льду. Обломки древних судов и инструменты, которые они находили, говорили о путешественниках, когда-то покорявших эти воды. Каждый предмет был тщательно сохранен и задокументирован, а исследователи пытались восстановить события, которые привели к их затоплению. Старинные компасы, карты и даже личные вещи моряков, найденные на дне, добавляли штрихи к многовековой истории этих мест.
Каждый артефакт не просто оживлял прошлое, но и поднимал новые вопросы о том, как человек взаимодействовал с этим суровым окружением. Но не только человеческие следы интересовали ученых. Они наблюдали за подводной жизнью, которая, казалось, расцвела в результате раскола. Яркие виды рыбы, которых прежде не видели в этих водах, начали проявлять себя. Рыбы с необычными формами и окрасом плавали вокруг, словно изучая своих новых соседей. Эта реакция морских существ стала настоящим открытием, позволяющим исследователям сделать выводы о том, как экосистемы адаптируются к изменениям в окружении. Ученые фиксировали каждое наблюдение, понимая, что это может стать основой для новых исследований. Кроме живых организмов, ученые обнаружили необычные минералы, которые светились в ультрафиолетовом свете. Эти образцы, содержащие неизвестные ранее элементы, стали настоящей загадкой, требующей дальнейшего изучения. Команда начала проводить анализы, сравнивая найденные минералы с известными образцами. Каждый новый тест открывал новые факты, что подчеркивало уникальность этих находок. Ученые осознали, что они могут столкнуться с новыми формами минералов, которые могут изменить наше представление о геологии. Погружения становились более интенсивными, и каждая новая экспедиция приносила новые открытия. Рядом с расколом айсберга формировались водовороты, которые привлекали к себе внимание не только исследователей, но и морских животных. Эти водовороты стали своеобразным магнитом, подстегивая активность местной фауны. Ученые фиксировали поведение рыб, которые начали реагировать на изменения в окружающей среде, демонстрируя поразительное адаптивное поведение. Это открытие показало, насколько важно понимать взаимосвязи между экосистемами и климатическими изменениями. С каждым новым погружением исследователи осознавали, что раскол айсберга открыл двери в мир, о котором они могли только мечтать. Каждая находка, будь то уникальный минерал или древний артефакт, добавляла новую грань к пониманию этого чудесного места. Ученые продолжали свои изучения, полные решимости раскрыть все тайны, которые скрывались под ледяной толщей. Это было не просто исследование, это было путешествие в неизведанное, полное неожиданностей и открытий, которые могли перевернуть наше представление о жизни на Земле. Каковы же будут последствия этих находок? Вопрос оставался открытым, но команда знала, что они на правильном пути к разгадке великих тайн, хранящихся в этом ледяном гиганте. Раскол гигантского айсберга оставил после себя не только удивительные открытия, но и вызвал целый ряд последствий, которые будут чувствоваться на протяжении долгого времени. Первое, что бросилось в глаза, это резкое изменение в экосистеме региона. Ученые, наблюдая за расслабляющимся льдом, заметили, что водовороты, образовавшиеся в результате раскола, начали привлекать множество морских существ. Эти воды, когда-то казавшиеся пустыми, теперь наполнились жизнью. Рыбы, моллюски и другие морские организмы начали собираться вблизи раскола, притягиваемые новыми условиями. Эти изменения не остались незамеченными и для местной фауны. Птицы, которые раньше не появлялись в этом районе, начали мигрировать, привлеченные к богатым охотничьим угодьям. Исследователи наблюдали, как колонии морских львов и тюленей возвращаются в район раскола, стремясь воспользоваться обилием пищи. Эти изменения обратили внимание как ученых, так и местных жителей, которые начали делиться своими наблюдениями о том, как природа реагирует на изменения. Однако последствия раскола не ограничивались лишь биологическими изменениями. Сложные экосистемы, которые начали развиваться вокруг айсберга, также вызывали опасения у исследователей. Увеличение температуры воды, наблюдаемое в результате раскола, могло привести к большему таянию ледников в этом регионе. Ученые начали задаваться вопросами о том, как эти изменения могут повлиять на уровень моря в ближайшие десятилетия и какие последствия это может иметь для прибрежных районов. Эти опасения побудили их к более глубокому изучению процессов, происходящих в этом районе. Параллельно с этим исследовательская команда активно продолжала свои эксперименты и анализы, стремясь изучить новые минералы и артефакты, которые были найдены. Ученые начали проводить тесты на образцах, извлеченных из расколотого айсберга. Необычные минералы, которые светились при ультрафиолетовом освещении, стали объектом пристального внимания. Их уникальные свойства могли открывать новые горизонты в минералогии и геологии, и результаты начали поступать в научные исследования. Каждый новый день приносил новые находки.
Артефакты, извлеченные из льда, становились ключами к разгадке истории человечества и его взаимодействия с природой. Обломки древних судов и инструменты, найденные на дне, позволяли ученым не только глубже понять прошлое, но и оценить, как человечество использовало арктические воды в течение веков. Эти изыскания стали важным шагом к пониманию не только истории, но и современных экосистем. С каждым погружением исследователи ощущали, что их миссия становится все более важной. Раскол айсберга стал не просто природным феноменом, а поводом для пересмотра научных подходов и методов. Ученые начали делиться своими находками с международным сообществом, надеясь привлечь внимание к важности сохранения арктической экосистемы и понимания ее изменений. Эти находки стали основой для будущих исследований и экспедиций, что подчеркивало важность продолжающегося научного сотрудничества. Вместе с тем раскол привлек множество туристов и искателей приключений, желающих увидеть это уникальное явление. Появление новых туристических маршрутов и экспедиций стало настоящим экономическим стимулом для местного населения. Однако ученые начали озадачиваться вопросом, как сохранить хрупкую экосистему, привлекающую внимание, и предотвратить ее разрушение под напором людей, стремящихся увидеть это чудо природы. Эти вопросы оставались открытыми, но одно было ясно. Раскол гигантского айсберга стал началом новой эры в изучении арктических глубин. Каждый новый день приносил новые открытия, и каждое из них могло оказать значительное влияние на наше понимание природы, ее экосистем и истории. Понимание этих изменений будет ключевым не только для науки, но и для будущих поколений, которые будут жить в мире, измененном этой природной катастрофой.